Всем привет, меня зовут Глеб и добро пожаловать на мое новое видео, в котором я вам расскажу о том, как же я учился программированию, как сейчас продолжаю учиться, да и в целом обо всем этом, так как этот вопрос мне задавал один из подписчиков под ником VanilyYYY8742. Ну а мы начинаем, поехали! Отвечая на вопрос, как же я учился, я читал книжки, а также смотрел различные гайды, в основном на РУ-ютубе. Какие книжки я читал? Я могу с уверенностью порекомендовать книжку по Python для начинающих, называется Python за 7 дней, краткий курс для начинающих, автор Эндрю Парк, издательство Питер, я в Беларуси купил, стоило 47 бунов, это 1286 рублей по нынешнему курсу, а также 13 евро. В книжке 12 глав, в них рассказывается о самых базовых вещах из Python. Тут даже помогают установить IDE. Рассказывается о синтаксисе, введение в объекты, методы. Также рассказывают про некие техники эффективного программирования, немного про GitHub и про установку библиотек. То есть для совсем новичков. Такой краткий курс. Когда я только начинал, мне эта книжка достаточно сильно помогла. Очень хорошая книжка, рекомендую. Больше книжек по Python я не читал, поэтому далее расскажу про следующую книжку. Книжка Arduino для изобретателей. Это такая здоровенная книжка, где происходит обучение электронике на 10 занимательных проектах. Авторы Брайан Хуанг и Дерек Ранберг. Издательство БХВ. Эта книжка обучит слегка Arduino на нескольких проектах. Довольно интересная книжка, рекомендую. Цена 21 евро, около 2100 рублей, ну или же 63 буна. Следующая книжка, которую я читал, это книжка «Изучаем C++ через программирование игр». Автор Майкл Доусон, издательство SALD. В этой книжке расскажут о нескольких вещах из C++, которые на самом деле довольно полезные и занимательные. Эта книжка не очень простая, но в целом очень хорошая, тоже всем рекомендую. На момент покупки она стоила 17,5 евро, то есть около 1700 рублей или же около 61 буна. Но эту книжку я покупал давно уже. Книжек по программированию я больше не читал. Сейчас немножко поговорим о гайдах. В основном из гайдов, которые я смотрел, это просто различные русскоязычные гайды, опять же, о том, как написать Discord-ботов, про другие темы. То есть здесь ничего такого. Следите за видео на моем канале, будет очень много еще интересных курсов про разные языки, на русском, естественно, с помощью которых вы можете научиться писать код на разных языках. Также хочу сказать, что все когда-то с чего-то начинают, поэтому, ребят, не комплексуйте по поводу чего-то, если вы что-то не умеете. Здесь нет ничего плохого. Не умеете, потом научитесь. А идеи к следующим видео оставляйте в комментариях. Ну а на сегодня все. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.